I died down. Night. Привет, это ID90, канал, где мы без розовых очков разбираем архитектуру операционных систем, историю открытого программного обеспечения и эволюцию технологий. Мы привыкли думать, что хранение данных на компьютере – это что-то само собой разумеющееся. Нажал кнопку сохранения, файл записался, папка открылась, но за этим простым интерфейсом скрывается один из самых сложных и критически важных компонентов любой операционной системы – файловая система. Это не просто свод правил для раскладки файлов по папкам. Это сложнейший механизм, который отвечает за целостность вашей информации, скорость работы диска и спасение данных при внезапном отключении электричества. Сегодня мы разберем грандиозную битву трех титанов мира Linux: классического и непотопляемого ветерана X4, инновационного и дерзкого бунтаря BetRFS, а также мощного корпоративного тяжеловеса ZFS. Какая из них сегодня достойна стоять на вашем диске? Давайте разбираться в деталях. X4 – надежный ветеран и рабочая лошадка. Начнем с классики. Файловая система X4 появилась в 2008 году. На ее корни уходят глубоко в 90-е, к самим истокам мира Linux. По сути, X4 – это прямой наследник тех самых ранних систем, которые создавались по принципу «простота и надежность превыше всего». Долгое время она была абсолютным монополистом на десктопах и серверах, и сегодня подавляющее большинство пользователей по умолчанию получают именно ее при установке системы. В чем же секрет ее невероятного долголетия и популярности? Главный конек X4 – это проверенная временем железобетонная стабильность. В ней используется технология, называемая журналированием. Перед тем, как реально записать файл на диск, система делает краткую запись в специальный блок «Журнал» о том, что она собирается сделать. Если вдруг посреди процесса записи внезапно отключится электричество или зависнет компьютер, система при перезагрузке заглянет в этот журнал, быстро восстановит порядок и не потеряет файлы. Это спасало миллионы компьютеров по всему миру на протяжении десятилетий. X4 работает невероятно быстро на одном диске, потребляет минимум оперативной памяти, прекрасно оптимизирована под обычные твердотельные накопители и жесткие диски и прощает пользователю мелкие ошибки. Когда вы устанавливаете обычный дистрибутив для работы или игр, X4 просто работает годами, не требуя к себе никакого внимания. Но у любого ветерана есть свои возрастные ограничения. X4 – это система ушедшей эпохи одиночных дисков. У нее нет встроенных механизмов мгновенных снимков состояния всей системы. Нет защиты от случайного тихого повреждения данных, когда файл портится из-за износа ячеек памяти, а система об этом даже не знает. Она не умеет объединять несколько дисков в единый интеллектуальный массив с защитой от сбоев, так как это делают современные конкуренты. X4 – это отличный, надежный молоток, но современным и продвинутым серверам хранения данных нужны уже совсем другие инструменты. BetRFS – бунтарь с продвинутыми функциями. И вот здесь на арену выходит BetRFS – файловая система нового поколения, разработанная изначально корпорацией Oracle. Замысел был грандиозным – создать систему, которая объединит в себе функции классического хранения данных и продвинутого управления дисковыми массивами, применив принципиально новый архитектурный подход. Главная революционная идея BetRFS – это технология копирования при записи. В старых системах при изменении файла система перезаписывала его блоки прямо на месте. BetRFS работает иначе. Измененные данные записываются в абсолютно новое свободное место на диске, а старые данные остаются на месте до тех пор, пока новая запись не будет успешно завершена. Только после этого указатель перенаправляется на новый файл. Что это дает обычному пользователю? Во-первых, легендарные мгновенные снимки всей системы. Вы можете сделать снимок системы за долю секунды, и он не займет дополнительного места на диске. Если после неудачного обновления системы у вас все сломалось, вы просто откатываете систему к снимку, сделанному пару минут назад, и все работает как прежде. Во-вторых, BetRFS умеет на лету сжимать данные, экономя место на диске.
и проверять файлы по специальным цифровым контрольным суммам. Если какой-то файл на диске начнет портиться от времени, система это заметит и автоматически исправит с помощью избыточных копий. Но за этот роскошный набор продвинутых функций пришлось заплатить свою цену. История BetRFS полна драмы. Долгое время система имела репутацию опасной игрушки, способной внезапно съесть все данные при сбое в сложных режимах объединения дисков. Особенно болезненной была разработка встроенных зеркальных режимов для нескольких дисков, где ошибки в коде приводили к потере информации у незадачливых энтузиастов. Сегодня BetRFS стала намного зрелее, стабильнее и является стандартной файловой системой для таких передовых дистрибутивов, как Fedora. Она великолепно подходит для современных ноутбуков и домашних компьютеров, предлагая невероятную гибкость, но требует от администратора понимания своих особенностей и регулярного обслуживания, вроде запуска фоновой очистки и оптимизации свободного места. ZFS – тяжеловес из мира корпоративных систем. Если BetRFS – это дерзкий бунтарь, то ZFS – это непобедимый тяжеловес корпоративного уровня. Рожденный в недрах компании Sun Microsystems в середине 2000-х годов, эта файловая система проектировалась с одной главной целью – обеспечить абсолютную стопроцентную сохранность колоссальных объемов информации, где потеря даже одного бита данных смерти подобна. ZFS полностью стирает грань между традиционной файловой системой и программным управлением дисковыми массивами. В ней нет привычного деления на разделы диска. Вместо этого вы объединяете физические диски в единый пул памяти, откуда ZFS сама динамически выделяет пространство под любые задачи. Главное оружие ZFS – это одержимость целостностью данных. Каждый файл, каждая папка и служебный блок защищены криптографическими контрольными суммами. Когда система считывает файл, она сверяет его подпись с эталоном. Если обнаруживается повреждение в одном из зеркал диска, ZFS автоматически и абсолютно незаметно для пользователя восстанавливает поврежденный блок из здоровой копии. Это полностью решает проблему незаметной порчи данных, с которой десятилетиями боролись системные администраторы. Добавьте сюда потрясающие алгоритмы сжатия данных на лету, которые работают настолько эффективно, что реальный объем занятого места на диске часто оказывается заметно меньше размера файла, а также интеллектуальное кеширование данных в оперативной памяти и на быстрых твердотельных накопителях. Но у столь мощного монстра есть свои суровые требования. Во-первых, ZFS создавались не для слабых офисных компьютеров. Она крайне прожорлива до оперативной памяти, для комфортной работы ей нужны гигабайты АЗУ под собственные нужды кеширования. Во-вторых, из-за особенностей лицензионного спора открытого кода ZFS не может быть просто так включена в основное ядро Linux по умолчанию, поэтому дистрибутивам приходится подключать ее через специальные модули. Наконец, ZFS крайне требовательна к качеству железа. Использование дешевых некачественных дисков в массивах под управлением ZFS может привести к катастрофе. Это выбор для мощных домашних серверов, NAS-хранилищ и крупных дата-центров. Прямое сравнение и выбор под конкретные задачи. Итак, перед нами три совершенно разные философии. Как простому пользователю или системному администратору не запутаться в этом разнообразии и выбрать то, что нужно именно ему. Давайте разложим все по полочкам и подберем сценарий для каждого участника нашей битвы. Первый сценарий. Обычный пользовательский компьютер, ноутбук или игровая система. Вам нужна максимальная простота, предсказуемость, высокая скорость на одном диске и полное отсутствие головной боли. Ваш идеальный выбор здесь проверенная временем X4. Она не удивит вас экзотическими функциями, но гарантирует, что ваша система запустится после любого обновления. Игры будут работать быстро, а файлы будут в безопасности. Второй сценарий. Современный рабочий десктоп или домашний компьютер энтузиаста, где хочется получить все прелести современных технологий, мгновенные снимки системы для безопасных экспериментов, сжатие данных для экономии места и удобное управление под томами. Здесь безусловным фаворитом становится BetRFS. При условии использования одного диска или простого зеркала она подарит вам невероятную гибкость и полностью изменит ваш подход к резервному копированию. Третий сценарий. Домашний сервер, медиахранилище, рабочий узел с большим количеством дисков и высокими требованиями
к сохранности семейного архива или рабочей базы данных. Если у вас есть в запасе достаточный объем оперативной памяти и несколько надежных дисков, ваш лучший выбор – это корпоративный тяжеловес ZFS. Ни одна другая система не даст вам такого спокойствия за сохранность ваших файлов и такого арсенала для управления дисковым пространством. Итог битвы файловых систем. Подводя окончательный итог нашему техническому разбору, можно вынести справедливый вердикт. В этой технологической битве нет абсолютного победителя, потому что каждая файловая система создавалась под совершенно разные задачи и эпохи. X4 остается надежным фундаментом цифрового мира для простых задач. Btrfs доказала, что является лучшим выбором для современного гибкого десктопа со снимками и сжатием, а ZFS по-прежнему удерживает корону непобедимого защитника данных для серьезных серверных нагрузок. Главное правило – оценить свои задачи, возможности своего железа и не пытаться забить микроскопом технологических изысков простые серверные гвозди. А какой файловой системой пользуетесь вы? Доверяете ли вы проверенной классике в лице X4? Экспериментируете ли со снимками на Btrfs или держите мощный домашний сервер под управлением ZFS? Обязательно делитесь своим опытом в комментариях. Обсудим технические особенности и архитектурные нюансы вместе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и до встречи в новых глубоких технических разборах.